Привет, Арми! Сегодня мы обсудим момент, который заставил трепетать миллионы сердец. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить комментарий, ведь каждая ваша поддержка очень важна для того, чтобы продолжать радовать вас особыми историями о BTS. Почему два громких имени мировой музыкальной индустрии, которых часто связывали различные слухи, внезапно оказались вместе в ресторане после долгожданного воссоединения? Что же на самом деле стояло за неожиданной встречей Чон Чингука и Ким Тэхёна, также известного как Ви, двух мировых звезд из BTS, которая шокировала и заинтриговала миллионы поклонников по всему миру? Этот вопрос сейчас в центре внимания, вызвав волну широкого обсуждения не только среди армии, но и в международных СМИ, которые продолжают следить за каждым шагом южнокорейской группы. Новость о том, что Чингука и Тэхёна засняли на камеру за совместным обедом после воссоединения BTS, стремительно распространилась в социальных сетях, словно неудержимый поток информации. Многие называют этот момент одним из самых неожиданных событий года в мире кей-поп-развлечений. Неудивительно, учитывая, что их отношения часто становились предметом споров, спекуляций, теорий и даже разногласий. Однако тот факт, что они решили продолжить общение после воссоединения, пообедав вместе, поднимает большой вопрос. Было ли это просто случайным моментом, или же они пытались донести более глубокий смысл? Реакция была нешуточной. Армии по всему миру тут же заполонили ленту новостей в социальных сетях и на международных форумах, таких как Reddit, выражая эмоции от удивления и радости до смелых предположений. Это признак того, что их отношения на самом деле гораздо ближе, чем сообщают СМИ. Написал пользователь соцсети, чей твит собрал тысячи ретвитов всего за несколько часов. Тем временем несколько южнокорейских развлекательных СМИ подтвердили, что распространяемые фотографии и видео действительно были сняты после воссоединения BTS, что еще больше подкрепило заявление о реальности инцидента. По словам очевидца, пожелавшего остаться неизвестным, встреча состоялась в современном фьюжн-ресторане в районе Лос-Анджелеса. Местные СМИ сообщали, что Чингук и Тэхён прибыли практически одновременно. Не было ни большой толпы, ни сотрудников HYBE, которые бы их пристально охраняли, и это делало момент еще более захватывающим. Они казались расслабленными, смеялись и даже произносили тосты вместе, сообщил источник, добавив, что в ресторане на мгновение воцарилась тишина, когда другие посетители заметили присутствие двух мировых суперзвезд. Для некоторых ARMY этот момент не был совпадением. Они связали его с внутренней динамикой BTS, которая стала предметом жарких споров. Было ли это признаком того, что личные отношения Чингука и Тэхёна были гораздо лучше, чем предполагалось в слухах? Или это был знак того, что эти двое хотели показать публике, особенно армии, нечто символичное? Этот вопрос до сих пор не дает покоя многим поклонникам. Еще более удивительной эту новость сделала мгновенная реакция двух айдолов на камеры. Чингук, известный своей спонтанностью, улыбался и махал рукой кому-то, снимающему на расстоянии. Тэхён же предпочитал сохранять спокойствие, с выражением лица, которое фанаты описали как уверенное. Эта простая реакция лишь подогрела домыслы. Не намерены ли они позволили запечатлеть этот момент, чтобы публика узнала? Более того, короткие видеоролики, выложенные в социальные сети, показали небольшое, но содержательное взаимодействие между ними. Чингук пододвинул тарелку к Тэхёну, словно предлагая еду, и Тэхён ответил легким смехом. Казалось бы, все просто, но для армии это было больше, чем просто совместная трапеза. Для крупнейшего в мире фандома каждое движение между ними было символичным и могло быть интерпретировано по-разному. Это породило новые теории, которые даже стали мировыми трендами. Южнокорейские СМИ, такие как Dispatch, Sports Chason и Sumpi, не молчали. Они сообщили об этом событии в новостном стиле, подчеркивающем контекст долгожданного воссоединения BTS. Некоторые аналитики в сфере развлечений считают, что совместный ужин Чингука и Тэхёна может быть положительным знаком солидарности группы, несмотря на то, что каждый из участников в настоящее время служит в армии или занимается индивидуальной деятельностью. Однако существует и другое предположение: этот момент может быть связан с крупным, необъявленным проектом. Тот факт, что эти двое только что воссоединились с другими участниками, затем совместный ужин считается намеком на скрытые мотивы. Это слишком идеально, чтобы быть совпадением. Возможно, это часть стратегии HYBE, призванной дать публике сигнал о возвращении BTS в полную силу,
сказал корейский эксперт в индустрии развлечений в интервью SBS. Всего за несколько дней появились десятки тысяч статей, фан-постов и подробных анализов, которые, казалось бы, доказывают огромное влияние такого простого момента, как ужин между двумя старыми друзьями. Но действительно ли все так просто? Или за этим намеренно скрывается еще один слой? Постоянная публичность BTS делает каждое их действие открытым для широкого толкования. Чингук и Тэхён, две фигуры с миллионами преданных поклонников, вновь окутали ARMY водоворот тайны, что вызвало долгие споры. Если совместный ужин Чингука и Тэхёна после воссоединения BTS кажется обычным делом, как он мог оказать такое глубокое влияние, что потряс мировое сообщество? Этот вопрос сейчас в центре внимания. В мире К-поп, где за каждой деталью следят миллионы глаз, один незначительный жест может перерасти в международную проблему. И в этом случае простой ужин между двумя участниками BTS стал темой обсуждения, привлекая внимание западных СМИ, таких как Billboard, Rolling Stone и Variety. Первоначальный анализ позволяет выделить два различных аспекта этого момента. Во-первых, это было непринужденное общение двух участников группы, которые давно не проводили время вместе из-за напряженной службы в армии и сольной деятельности. Во-вторых, это символизировало нечто большее, будь то дружба, групповая солидарность или даже текущая индустриальная стратегия HYBE. Эти два аспекта питали бесконечные спекуляции публики, поскольку каждая точка зрения представляет собой одинаково захватывающий сюжет. Контекст воссоединения BTS – неизбежный фактор. После многих лет индивидуальной карьеры момент, когда все участники BTS собрались на одной сцене, уже стал главной новостью. Однако последующее событие сделало впечатление еще более сильным – решение Чингука и Тэхёна поужинать вместе. Именно здесь публика увидела нечто более личное, более интимное и более искреннее. В сообщении диспетча говорилось, что решение пары поужинать в относительно открытом ресторане лишь усилило подозрение, что они ничего не пытались скрыть. Казалось, они хотели, чтобы публика знала, что у них прекрасные отношения. Но скептицизм оставался. Некоторые наблюдатели предположили, что этот шаг может быть частью пиар-акции, направленной на манипулирование общественным мнением. BTS — это глобальный бренд. Каждый их момент никогда не бывает полностью свободен от стратегии руководства, написал корейский музыкальный обозреватель в Daily Hintire. Однако более эмоциональные ARMY решили интерпретировать этот момент иначе. Многие отметили, что это явное доказательство того, что дружба этих двоих остается крепкой, несмотря на частые слухи о напряженности. В Твиттере один из постов гласил: «Нам не нужно официальное заявление, просто посмотрите, как Чингук смотрит на Тэхёна, когда они едят вместе. Этого достаточно, чтобы ответить на все вопросы». Звездочка этот простой комментарий собрал более 200 тысяч лайков всего за один день, доказав, что фан-база BTS — это не просто пассивные зрители, а активные участники формирования образа своих кумиров. Что еще интереснее, несколько ученых поп-культуры также высказались. Профессор Ким Хон Сук из Сеульского национального университета в интервью JTBC заявил, что совместный прием пищи Чингука и Тэхёна можно считать символическим представлением того, что называется звездочка культурным исцелением звездочка. В теории культурной коммуникации, когда влиятельная публичная фигура демонстрирует позитивное взаимодействие, это может повлиять на коллективное восприятие поклонников. Поклонники почувствовали облегчение, потому что их давние опасения по поводу возможного раскола внутри BTS были опровергнуты визуальными доказательствами, сказал Ким. А что насчет HYBE? На момент появления этой новости руководство еще не опубликовало официального заявления по поводу ужина. Молчание HYBE лишь подогрело новые домыслы. Была ли HYBE намеренно допущена публичная дискуссия, поскольку это было выгодно с коммерческой точки зрения? Или они действительно посчитали столь личный момент ненужным для комментариев? Оба варианта правдоподобны, но по-разному повлияли на общественное восприятие. Реакция международных СМИ придала этой новости новое измерение.